Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня мы разберемся в том, почему в мире так много недоверия медиумам, экстрасенсам и ясновидящим, некоторые из которых более чем успешно связывают живущих с миром мертвых. Как отличить правду от обмана и как обнаружить того самого специалиста по паранормальному, который не является обманщиком. На протяжении тысячелетий усопшие связываются с живыми через медиумов, экстрасенсов и ясновидящих, людей, обладающих развитыми психическими способностями. Через них передаются послания живущим и доказательства того, что жизнь после смерти определенно существует. Объясняется, как происходит переход, называемый человеком смертью. Рассказывается об устройстве того света, где всем нам предстоит жить по завершении земного воплощения. С позиции имеющихся знаний, а не невежественных домыслов, это невозможно отрицать. Все это наглядно и очевидно усматривается из огромного массива данных, собранных человечеством за несколько тысяч лет. Многочисленной литературы по теме жизни после смерти, исследований потустороннего мира, протоколов экспериментов и отчетов околосмертных переживаний, ссылки на которые мы предоставили вам в нашем телеграм-канале и любой нашей книге цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю». Некоторые из экспериментов по установлению связи с загробным миром были проверены лично мною и более чем успешно подтвердили то, что написано в книгах, о чем я рассказал и показал вам в некоторых предыдущих лекциях. В том числе из таких свидетельств по крупицам формируются контуры истинного устройства Вселенной, а не того информационного огрызка на нелепых подпорках и противоречивых костылях, который нам предлагает редукционная материалистическая наука. Например, любому более-менее соображающему человеку, даже со средним образованием, очевидно, что теория так называемого Большого Взрыва, объясняющая появление Вселенной самосборкой из бесконечно плотной точки, которая вдруг взорвалась, раскидала вокруг себя вещество и энергию, и все это затем случайным образом собралось в планеты, галактики и биологическую жизнь, несусветная чушь, высосанная из пальца ради обоснования всех прочих теорий, появившихся и укоренившихся до нее. Это очевидно даже из нестыковки, возникающей в самом начале этой теории. Как Вселенная в один момент могла распространиться на такие огромные расстояния, если ничто в этой самой Вселенной, как известно, не может двигаться быстрее скорости света? Ученые, конечно, попытались заткнуть эту нестыковку еще одной теорией костылем, так называемой космической инфляцией, согласно которой в первые моменты жизни Вселенной все в ней все же могло двигаться быстрее скорости света в течение нескольких мгновений, быстренько расширилось до 14,5 миллиардов световых лет, но потом утратило такую возможность. Согласитесь, если теория Большого Взрыва кажется очень большой натяжкой, то теория инфляции – это уже вообще какая-то невообразимая сова, натянутая на глобус. Но почему же при всех этих очевидностях и несостоятельности исключительно вещественной научной модели мира существует такое огромное недоверие медиумам и ясновидящим? Все кругом заполнено утверждениями, что любой экстрасенс – это обманщик и шарлатан, а человек науки, наоборот, одним своим видом вызывает желание поверить ему,
какую бы противоречивую чушь он ни нес. Все дело в стереотипах. Так уж сформировалось человечество, и так оно живет. На стереотипах, шаблонах, клише и паттернах. Если однажды какой-либо стереотип, схема суждения или поведения укрепляется, победить, искоренить и изменить их невероятно сложно. Несмотря на то, что всем очевидно, медиумы и экстрасенсы существуют, как существуют и их невероятные способности связываться с мертвыми, узнавать и передавать информацию с того света, исцелять болезни, передавать мысли на расстоянии, находить преступников и их жертв, был сформирован стереотип, что любой человек с психическими способностями – это мошенник и шарлатан, и доверять ему не следует. Этот стереотип сформировался благодаря тем же ученым, разоблачителям и скептикам, не желавшим мириться с непреложным фактом продолжения жизни после смерти физического тела и появлением все большего количества тому доказательств. Но не в последнюю очередь, конечно, в этом виноваты и сами представители потусторонних профессий. Вернее, в основном, конечно, те, кто ими лишь представлялся с корыстными целями. Возможно, хотел ими быть, но не имел таких способностей. Психически нездоровые люди, вводившие в заблуждение других, и так далее. Деньги в нашем материальном мире пока что играют огромную, ключевую роль. Лишь единицам удается преодолеть их влияние и организуемую ими тягу к тому, чтобы отказаться от всего духовного и погрузиться в материю. Гуру позитивного мышления, обучающие установки «думай» и «богатей», говорят, что деньги сами по себе являются энергетическим потоком. С одной стороны, так оно действительно и есть. Вот только установка неверная. Необходимо учить людей, как из этого энергетического потока выплыть и остановить его разрушительное влияние на духовные ценности и качество человека, а не тому, как и куда в него нужно занырнуть с головой, чтобы обрести все возможные материальные богатства, но начисто забыть о своем духе. Из-за всепоглощающего влияния этого энергетического потока, а также устройства материального мира, в котором каждый день нужно бороться за собственное выживание, за выживание своих родных и близких, представителям воплощенного человечества довольно сложно удержаться от разного рода хитростей, уловок и мошенничества с целью заработать как можно больше денежных знаков. Те, кто обладает к этому развитыми способностями, но не обладает способностями медиума или экстрасенсорики, очень быстро увидели перспективу освоения возникшего рынка психических услуг, таких как предсказание, связь с усопшими, целительство, предсказание будущего, и начали осваивать этот рынок, наводнив его мошеннической и шарлатанской деятельностью. Ученые и скептики же, разумеется, не преминули воспользоваться этой прекрасной возможностью, чтобы дискредитировать вообще всех людей с психическими способностями, оболгать их и закрепить в сознании живущих стереотипное заблуждение, что никакой жизни после смерти нет, а общение с усопшими – это не более чем хитрый трюк ради получения денег. Стоит сказать, что порой и истинные медиумы и экстрасенсы, оказываясь у черты бедности, сами предоставляли возможности для укрепления этого стереотипа, не думая о своих коллегах и будущем ремесла. Если в какой-то момент способности их оставляли или давали сбой, некоторые из них уже не могли признаться своим аудиториям и последователям в этом. Ведь это сулило потерю заработка. Поэтому они проваливали испытания медными трубами и придумывали разные фокусы, организовывали подлоги, чтобы не потерять имя и возможность держаться на плаву. Будучи пойманными на таких подлогах,
они покрывали свое некогда сиявшее имя грязью и вносили собственный вклад в появление описанного мною стереотипа. Все вместе и привело к тому, что сегодня слова «медиум», «экстрасенс», «жизнь после смерти», «связь с загробным миром» покрыты устойчивым флером недоверия. Стоит кому-либо употребить одно из них в речи, как он моментально сталкивается с усмешками, обвинениями во лжи или от информации просто отмахиваются, не считая ее чем-то заслуживающим доверия. Несмотря на сложившиеся не самые позитивные обстоятельства и стереотипы, психические способности, связь с мертвыми, прогнозирование будущего, энергетическое целительство и прочие, как и люди, умеющие их применять, конечно же, существуют. Однако вопрос состоит не в том, чтобы доказать это. Как мы уже говорили, все уже давно доказано, подтверждено множество раз и оставлено в книгах. Вопрос состоит лишь в том, как истинных носителей этих способностей отличить от тех, кто занимается исключительно коммерческой деятельностью и безостановочно лжет. Для успешного решения этой задачи, помимо проверок, о которых мы подробно рассказали вам в отдельной лекции и наших книгах, существует очень простой способ. На самом деле с этим способом знаком практически каждый. Более того, почти все неоднократно применяли его в обычной повседневной жизни. Он называется предварительный сбор информации и прекрасно работает во всех без исключения случаях, в любых ситуациях, во всех областях мироздания. Прежде чем соглашаться на услугу, необходимо скрупулезно, основательно и не торопясь изучить того, кто ее предоставляет, собрать отзывы других клиентов, прочитать все, что удастся найти из всех возможных источников, понять статистику успешности применения той или иной способности, пообщаться лично, узнать о мотивах и, наконец, самое главное – прислушаться к внутреннему голосу, который, оперируя собранной информацией, всегда увидит истину и выдаст верное решение. Ведь внутренний голос – это и есть наш могущественный дух, видящий дальше, понимающий больше, находящийся на постоянной связи с нашими незримыми помощниками и всегда готовый прийти нам на помощь в любой момент и в любой ситуации. Поверьте, используя этот простой метод, вы всегда обнаружите истину, какой бы скрытой от глаз и труднодоступной она ни была, и тем более ту, которая лежит на поверхности, сияет освобождающим светом знаний и только и ждет, чтобы вы ее взяли. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти и познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.